Что же на самом деле произошло между Чингуком и Тэоном, пока HYBE наконец не заговорили за блеском сцены и их неизменными улыбками? За этим скрывалась буря. Если это окажется правдой, то корейский мир развлечений уже никогда не будет прежним. Кто же все это время наблюдал за ними? Вы когда-нибудь чувствовали, что от публики скрывается что-то действительно важное? Что-то настолько тщательно засекреченное, но в то же время настолько ощутимое для сердца сообщества ARMY. В ту ночь, когда погас свет в студии, а голоса тысяч фанатов все еще эхом разносились в воздухе, никто не мог представить себе, что в тени грандиозного концерта вот-вот раскроется великая тайна. Обратного пути не было. Два громких имени, которые всегда находятся в центре внимания, Чингук и Ким Тэйон, снова в центре разговоров. Но на этот раз не из-за их достижений или последних музыкальных релизов. Не из-за моды или тренда. Они оказываются втянуты в водоворот гораздо более серьезной, гораздо более личной и гораздо более мрачной проблемы – крайне инвазивные нарушения конфиденциальности. И что удивительно, источник. Возможно, он находится внутри их собственного окружения. Начало всего – таинственное уведомление. Все началось со СМИ, а не с папарацци, а с чего-то, казалось бы, тривиального, загадочного уведомления, появившегося на экране телефона младшего сотрудника HYBE. Сообщение содержало всего одно предложение. Вы думаете, камеры там только когда они выступают? На мгновение мир замер для сотрудника. Он долго смотрел на экран своего телефона, чувствуя, что читает что-то, чего ему не следовало видеть. Сначала он подумал, что это просто спам. Но как только он открыл прикрепленный файл, у него перехватило дыхание. На втором видео Чингук и Тэйон разговаривают в гримерке после концерта. Ничего необычного, пока камера медленно не приблизила изображение их лиц. Неофициальная камера, даже не камера для документирования кампании. Ракурс слишком высокий. Звук слишком чистый. И самое ужасное, они не понимают, что их снимают. Утечка без следа. Но кто виновник? Главный вопрос – кто снимает? И, что еще важнее, кто распространил это видео? HYBE, как агентство, известное своей строгой заботой о безопасности своих артистов, первоначально отказалось отвечать, но пользователи сети уже сформировали свои мнения. Появилось множество теорий, от обвинений во внедрении сотрудников до обвинений в участии спонсоров. Некоторые даже упомянули о вмешательстве и слежке со стороны посторонних. Никто не смог подтвердить это. Но с каждой секунды обсуждения видео давление на HYBE росло. И, как говорится в коротком заявлении на теперь уже официальном аккаунте HYBE VIX, ранее Twitter, мы расследуем сообщения о предполагаемых нарушениях конфиденциальности в отношении наших артистов. Пожалуйста, не распространяйте этот контент. Фанаты только начинают волноваться. Значит ли это, что видео правдиво? И если да, то как долго за ними следили? Это не первый раз. Заявление бывшего сотрудника службы безопасности. Бывший сотрудник службы безопасности, работавший на одном из крупнейших музыкальных мероприятий Сеула, дал анонимное заявление местным СМИ. Человек, замаскировавшийся под Мистер Ок, сказал, что вторжение в частную жизнь айдолов – не новость, но этот случай отличается. «Я много чего видел», – сказал он, но это видео – ракурс съемки не с обычной камеры видеонаблюдения. Там есть движение, как у камеры микродрона, и я знаю, что HYBE не использует такую систему. Его заявление запутало ситуацию – микродроны – скрытые движущиеся камеры. Была ли третья сторона, которая намеренно выбрала Чингука и Тэйона в качестве мишеней? Некоторые фанаты начали копать глубже. Детективные аккаунты ARMY начали анализировать жесты на видео, частоту дыхания и выражение лиц. Некоторые предположили, что Чингук выглядел встревоженным, а Тэйон, казалось, сдерживал свой гнев. Однако без полного аудиоконтекста все это лишь догадки. Но не это заставляет пользователей сети содрогнуться. Некоторые кадры видео показывают нечто почти незаметное.
отражение маленького объектива камеры в верхнем вентиляционном отверстии, что означает, что камера использовалась не один раз. Кто выигрывает? Каждый скандал всегда оставляет классический вопрос: кто выигрывает больше всего? Появились теории заговора. Упоминается, что это игра конкурентов, цель которой – подорвать репутацию HYBE. Другие считают, что это внутренний саботаж со стороны кого-то, кто хочет, чтобы Чингук и Тэйон распались или разошлись. Но заявление корейского эксперта по цифровой конфиденциальности, профессора Хан Суджина, рассматривает ситуацию более серьезно. Если действительно имело место вторжение в частную жизнь с использованием технологии микродронов, то это может означать, что используется система слежки корпоративного уровня. Речь идет не только о знаменитостях. Это может указывать на масштабную эксплуатацию данных. Значит ли это, что разрозненные кадры – это только начало? Были ли Чингук и Тэйон также засняты в других местах? Какие деликатные ситуации? И самое жуткое, неужели это происходит уже много лет? HYBE высказывается. Не зная об этом, HYBE больше не молчат после почти недели нарастающего давления. HYBE наконец провели закрытую пресс-конференцию. Хотя она длилась всего 17 минут, был один момент, который заставил всех затаить дыхание. Менеджер по внутренней безопасности HYBE Ли Хян У выглядел бледным, держа микрофон. Мы не можем разглашать подробности в целях безопасности наших артистов, но можем подтвердить, что есть признаки взлома системы, и в местах, которые должны быть стерильными, были обнаружены посторонние устройства. Одной фразы было достаточно, чтобы заставить всех замолчать. Посторонние устройства, проникновение в систему. Это не просто сплетни. Это не просто технический сбой. Это организованная операция. И возникшие тогда вопросы не давали покоя общественности, знают ли Чингук и Тэйон, что их все это время прослушивали. Реакция Чингука и Тэйона – молчание, говорящее о многом. Интересно, что в разгар этого скандала ни Чингук, ни Тэйон не сделали никаких прямых заявлений. Ни в социальных сетях, ни в интервью. Они продолжают профессионально выступать на всех запланированных мероприятиях. Но фанаты, внимательно следившие за происходящим, заметили небольшие изменения в их поведении на недавнем развлекательном шоу. Когда ведущий пошутил о скрытых камерах, камера показала внезапно напряженное лицо Тэйона. Чингук, сидевший рядом с ним, мельком взглянул на него, а затем опустил взгляд. Момент длился всего 3 секунды, но фанаты сразу поняли, что они несут в себе какую-то рану. Переживают ли они травму, которую не могут выразить словами? Появление неожиданных имен. Чем глубже погружалось расследование, тем больше имен начинало связываться с этим делом. Одно из них – неожиданное имя, бывший внутренний системный инженер HYBE Чо Мин Джун, который внезапно уволился 3 месяца назад. Информатор утверждал, что у Чо были разногласия с командой безопасности из-за слишком мягких изменений в системе видеонаблюдения. Он якобы жаловался на то, что доступ к помещениям артистов слишком легко взломать, но это заявление было проигнорировано. И теперь, согласно внутренним документам, просочившимся в СМИ, выяснилось, что в последнем электронном письме Чо содержалась шокирующая фраза: «Вы думаете, они в безопасности?» Их записали еще до того, как вы узнали, что они знамениты. Пытался ли Чо Мин Джун предупредить их об этом? Или он является частью этой схемы? Остается слишком много вопросов без ответа. И пока общественность продолжает гадать, пока СМИ продолжают копать глубже, одно становится все яснее. Это не просто нарушение частной жизни 2 айдолов. Это может стать началом самого вопиющего скандала с технологиями слежки в истории к-поп-индустрии. Вы думаете, все камеры срабатывают после окончания концерта? Представьте, что каждый ваш шаг, каждое ваше бормотание, даже нервное биение в груди – все это записывается без вашего ведома, без возможности сбежать. Мир, который мы считаем сверкающим, на самом деле скрывает нечто гораздо более тихое, холодное и скрытое. И это вторая половина истории, которую больше нельзя замалчивать. Через неделю после экстренной пресс-конференции HYBE
Суть. Через неделю после экстренной пресс-конференции HYBE общественное давление не утихло. Вместо этого возникла новая волна вопросов, более острых, более опасных и направленных прямо в сердце крупнейшего агентства к поп-индустрии. Пользователи сети начали отказываться принимать только ответ «под следствием». Они хотят знать, что HYBE на самом деле скрывает. И как раз когда атмосфера начала накаляться, в журналистских расследованиях начала распространяться утечка внутренних документов от неназванного источника. Содержание документа заставило корейский мир развлечений замереть в одном предложении – проект Iris 2019-2024. Наблюдение на основе прогнозирования эмоций. Что такое проект Iris? Эксперимент с эмоциями или шпионаж? Согласно расследованию JTBC, проведенному совместно с информаторами из технологической индустрии, проект Iris – это передовая система на основе искусственного интеллекта, разработанная третьей стороной. Предположительно в сотрудничестве с отделом исследований и разработок HYBE в области защиты конфиденциальности в переходный период 2019 года, когда BTS занимали лидирующие позиции в мире. Первоначальная цель проекта казалась разумной – понять психологическую нагрузку на артистов, предотвратить выгорание и помочь агентству разработать более гуманизированный график работы. Утверждалось, что система способна сканировать выражение лица, давление голоса, частоту дыхания и микрожесты, чтобы предсказывать эмоции человека в режиме реального времени. Однако проект развивался в более мрачном направлении. Вместо этичного и ограниченного использования, как показывают документы, система Iris начала тайно интегрироваться в личные комнаты артистов, включая общежития и гримерные, по соображениям безопасности. И что еще более удивительно, система архивировала все данные в записанном виде с маркерами эмоций, такими как тревога, беспокойство, возбуждение, удивление. Если это правда, то HYBE сознательно вела наблюдение. На протяжении многих лет изучали личную жизнь артистов. Чингук и Тён – цель или эксперимент? Чингук и Тён. В документе есть оценочная записка, в которой упоминается, что у двух испытуемых с инициалами JK и KT соответственно наблюдался высокий уровень эмоциональной нестабильности в 2021 и 2022 годах. Система Iris зафиксировала 78 критических моментов для JK и 65 для KT моментов, которые считаются риском для публичного выступления или взаимодействия. Что заставляет читателя этого документа замереть на мгновение, так это часть приложения, содержащая внутреннюю цитату сотрудников. У испытуемого JK наблюдалось аномальное учащение сердцебиения после личной беседы с испытуемым KT накануне концерта в Осаке. Эмоции, растерянность плюс депрессия. Пожалуйста, пересмотрите вопрос о необходимости вмешательства. Что это значит? Также ли ими управляют эмоционально с помощью скрытых мотивов? Фанаты начали вспоминать различные моменты из прошлых лет, включая исчезновение Тэйона из социальных сетей на несколько недель в 2021 году. Пропустил ли Чингук какое-нибудь развлекательное шоу без видимой причины? Является ли это частью системы управления эмоциями? И если да, то осознают ли они это или становятся объектом молчаливого эксперимента? Реакция индустрии – это может быть глобальный случай. Эта новость быстро распространилась в международных СМИ. Billboard, Rolling Stone, даже BBC начали поднимать эту тему. Эксперт по цифровой конфиденциальности из Массачусетского технологического института доктор Александр Бун заявил, что если данные верны, Южная Корея может столкнуться с глобальным иском о нарушении прав человека. Это не просто слежка. Это нарушение границ человеческого сознания. Если артиста невольно отслеживают и записывают для оценки его эмоций, то это современная форма психологической пытки. HYBE снова выпустили официальное заявление, на этот раз более осторожное. Они заявили, что проект Iris никогда не использовался в неэтичных целях слежки и что система была отключена еще в 2022 году. Но общественность не удовлетворена. Она хочет доказательств. Она хочет признания. И единственное, что так и не прозвучало из уст представителя HYBE, это «мы приносим извинения Чингуку и Тэйону». Боятся ли они того, что может произойти, если извинения будут произнесены? Кто слил информацию об этом проекте?
Личность информатора до сих пор неизвестна, но СМИ упомянули, что утечка файла была невозможна без доступа к информации на высоком уровне. Ходят слухи о бывшем директоре технологического отдела, который уволился в прошлом году при загадочных обстоятельствах после закрытого совещания. Некоторые фанаты предполагают, что утечка – это форма личного сожаления, но другие считают, что за этим кроется нечто большее, кто-то хочет спасти Чингука и Тэйона, пока не стало слишком поздно. Камера, которая никогда не спит. С другой стороны, расследование источника видео из гримерной все еще продолжается. Независимая группа экспертов по цифровой криминалистике, вызванная запросом СМИ, выявила нечто удивительное. Качество звука и ракурс съемки указывали на технологию, значительно превосходящую обычные стандарты безопасности. Фактически, тип объектива, скорее всего, заимствован из гражданско-военного устройства. Ситуацию усугубило то, что, согласно результатам анализа метаданных видео, запись была сделана 4 месяца назад, а не недавно. То есть, кто-то месяцами держал этот файл, ожидая подходящего момента, чтобы все уничтожить, и этот момент настал сейчас. Вы когда-нибудь чувствовали, что молчание человека ранит сильнее всех обвинений, которые могут быть ему предъявлены? Что происходит, когда два голоса, обычно находящиеся в центре внимания всего мира, вдруг замолкают? Это форма защиты или форма отчаяния? 18-й день после утечки. 18-й день после того, как видео из гримерки попало в сеть, 11-й день после того, как HYBE признали факт взлома системы, и 5-й день с тех пор, как документы Project Ares начали стремительно распространяться на восточноазиатских форумах и в Даркнете. Однако из всего этого самое поразительное – это то, что из уст Чингука и Тэйона не вырвалось ни слова. Ни одной публикации, ни одного жеста, ни одного выражения лица, кроме того, которое они устали скрывать за профессионализмом на протяжении многих лет. И именно из этого резко возрастает общественная тревога, потому что их молчание – это необычное молчание, они почувствовали намеренное изменение модели поведения. Что скрывается за кадром? На последнем концерте в Бангкоке выступление BTS оставалось великолепным. Освещение, хореография.